Добрый день, дорогие козероги! Добро пожаловать на мой канал. И в этом видео я расскажу ваш гороскоп на июль 2024. Ребят, если вы смотрели большое видео «Лето надежд», а это трехмесячный гороскоп на 3 летних месяца июнь, июль и август, то вы примерно понимаете, про что я буду сейчас говорить. Но давайте все-таки про июль. Для тех, кто еще не видел, как говорится, повторю. Что нас ждет? Плюшки, возможности, истории, мероприятия. Здесь, конечно же, нужно понимать и учитывать, на каком уровне своих возможностей вы находитесь сейчас. Почему так говорю? Потому что Козерог – это знак зодиака, который в своей жизни, если живет по Солнцу, активный и продуктивный. Больше продуктивный. То есть это постоянная работа над собой, работа над своим телом, работа над своей работой, да, можно это так сказать. Работа ради своего будущего. Здесь история того, что, дорогие козероги, вот как раз таки наступает тот самый экзамен, к которому мы все долго очень шли. Все те, у кого активен Сатурн в натальной карте, у меня он очень активен в том числе тоже, да, естественно. Мы все люди, ну не все, конечно, но меня в основном смотрит одно поколение. И здесь история того, что да, ребята, включаем продуктивность на максимум. С 30 июня у нас разворачивается Сатурн, и аж до 15 ноября в ретроградное движение уходит. Конечно же, на дворе сегодня 27 июня, и мы уже чувствуем, что нас обстоятельства заставляют трудиться больше. Конечно же, всегда неделька плюс-минус, мы всегда ощущаем вот это продуктивное, активное движение, когда нам нужно приложить усилий больше, и когда-то потом мы увидим результат. На самом деле Сатурн разворачивается к нам в ретроградное движение для того, чтобы мы сделали работу над ошибками всех своих действий, которые мы сделали неправильно, вследствие которых у нас образовались задолженности финансовые, ментальные, задолженности перед самими собой, перед своим организмом, перед своим телом, да, потому что Сатурн еще отвечает и за здоровье в том числе, поэтому если у вас, дорогие козероги, что-то где-то в организме, позвоночник, косточки начинают немножечко сбоить, понимаете, что необходимо обратить внимание на свое здоровье в том числе. Но лакмусовая бумажка здоровья у козерогов провисает тогда, когда, первое, не живем по Солнцу, и второе, когда не прикладываем достаточно усилий в своей работе и в карьере, потому что Козерог тот знак зодиака, который заточен на то, что постоянно идти по карьерной лестнице вверх. И если вы по этой карьерной лестнице не идете, то есть вы боитесь эту карьерную лестницу и предпочитаете находиться вот где-то вот в стороночке, чтобы только не получить чуть больше ответственности, не набить шишек на голову, ребята, тогда скажу, что ситуации, которые будут происходить в июле, будут специально вас заставлять брать этот новый уровень. Да, подниматься хоть на одну, но маленькую ступенечку вверх. Здесь, конечно же, ретроградный Сатурн с 30 июня. С 3 июля у нас ретроградный Нептун вступает в свои права. Здесь, конечно же, история про то, что, конечно, будет немножечко эмоционально, вот это вот все, да, но при этом скажу, что не стоит очень много сил, эмоций, депрессивного состояния выплескивать, хотя очень сильно захочется козерогам, да, мои дорогие, но здесь скажу так, запаситесь терпением. Терпение ваш лучший друг в этом вопросе, и здесь, конечно же, начинаете дерзать. По крайней мере, первая неделя июля пройдет, я бы так сказала, эмоционально с точки зрения того, что и Сатурн, и Нептун, они разворачиваются в рыбах, а для вас, дорогие козероги, эта энергия совершенно, для тех козерогов, кто живет по Солнцу, совершенно такая очень эмоциональная, сверхэмоциональная. Здесь, конечно же, вот такое немножко состояние уныния будет, но не стоит, еще раз говорю, очень сильно за это переживать, потому что в принципе здесь и Уран будет делать очень классные аспекты. Трин, по крайней мере, козерогам третьей декады. Ребят, меня часто спрашивают, к какой декаде я отношусь, я не знаю. Те, кто родился в декабре,
это козероги первой декады. Те, кто родился с 1 по 10 января, козероги второй декады. И третья декада, это вот те козероги, кто родился в последних числах, сколько их там остается, 9, 10, 11, в зависимости от года положения Солнца. Естественно, это все те козероги, кто родились там с 11 января по знак зодиака Водолей. Поэтому вот такая у вас история. Итак, Уран делает как раз таки классный трин козерогам третьей декады, поэтому здесь весь июль, дорогие мои козероги, у вас будет классно море возможностей для того, чтобы действовать. Собственно, это те самые возможности, которые продолжаются еще с весны. То есть, если вы весной затеяли какое-то новое мероприятие, новый проект, новую работу, новую активность, идеи у вас идут, продолжайте их, прекрасно. Но сейчас будет усложнение: ретроградный Сатурн и ретроградный Нептун, который один будет говорить, надо еще больше трудиться, другой будет говорить, так, мы устали, надо расслабиться, надо отдохнуть, а может подепрессуем, а может мы накатим еще и на работу не пойдем. Нет, вот так не надо делать, да, здесь, конечно же, ребята, баланс, здесь, конечно же, а вот если своего Нептуна увлечь вдохновением, какой-то мечтой, которую вы всегда давно представляете себе, как вы будете жить, когда вы, например, всего достигнете, вот это отличная история проработки Нептуна, хотя обстоятельства будут говорить, что вообще все не так, будет сложно поверить во что-то, да, ну, ребят, трудимся, активно поднимаем и действуем, потому что я не скажу, что для козерогов этот месяц будет какой-то очень сложный, мощный, ужасный, печальный. Нет, ребят, есть знаки зодиака, которые реально вздрогнут от июля. Козероги к таким знакам не относятся, и здесь, пожалуйста, внедряйте все, что вам хочется. По крайней мере, кармические узлы будут вас все-таки напрягать, но больше всего стоит обратить внимание, это козероги, кто родился во второй декаде. Здесь можно уйти не туда, можно залениться, можно послать все и сказать, что я устал, я ухожу. Не надо так делать, ребята, потому что на ретроградном Сатурне потом придется разгребать это все аж до осени, еще и в следующем году. Потому что Сатурн еще почти год будет находиться у нас, ну, до мая точно в знаке Рыбы. И здесь такая история, что, соединившись потом с кармическими узлами весной 25 года, будет, конечно же, сложновато, да, но еще раз скажу, ребят, не бросайте. Ретроградный Сатурн просит проявить ту самую ответственность, да, больше труда, больше навыков своих проявить, освоить новую информацию, нечто новое для того, чтобы закрепиться в социальном статусе и взять еще одну ступень выше. Да, вы мне скажете, ну куда еще выше, почему постоянные достигаторства? Ребят, вы знак зодиака Козерог, здесь пора привыкнуть. Вы достигатор. Если вы не достигатор, это плохо. Не я так решила. Вот вы так решили родиться в это время и достигать. Естественно, все те люди, кто не козероги по Солнцу, но у них очень сильно проявлен Сатурн, либо знак Козерога охватывает очень много натальных домов в натальных картах, то да, вы тоже достигаторы, примите это как факт, и без достижений лично вам в жизни плохо. Поэтому те козероги, которые живут по своему козерожьему Солнцу, примите это как факт, что вы просто кайфуете от своих же достижений, поэтому гордитесь ими, гордитесь своими достижениями не только в работе, но и в личной жизни. А вот здесь есть небольшой, я бы так сказала, вопросик к козерогам, который дается им сложнее всего. Вам, дорогие козероги, дается сложнее всего. Итак, идем дальше. Первая неделя июля будет напряженно-депрессивной. Конечно же, если вы будете напрягаться или депрессировать. Если вы понимаете, что это те трудности, которые вы ждали, которые вас закаляют, вообще отлично, прекрасно действуйте. 6 июля у нас новолуние в Раке. Да, дорогие козероги, немножко стоит остановиться, подумать, козероги 2-3 декады, кто вы, про что вы, какая ваша жизнь, семейная, личная, чего вы достигли, были ли у вас разводы, будут ли у вас еще отношения в браке, и почему вы думаете, что они у вас не будут, почему вы думаете, что эта сфера жизни для вас такая очень-то неактивная, и зачем она вообще нужна, зачем вообще здесь напрягаться, что-то делать. Вот, как говорится, сказка ложь, давнее намек.
С 7 июля как раз-таки открывается то самое окно возможностей для козерогов. Любовь, отношения, которые могут привести вас к браку на самом-то деле, потому что это приводит еще вас и к новому уровню финансов, особенно если вы выберете себе барышню в жизни, которая будет с запросами для вас, дорогие козероги. Это вообще супер классно, когда ваша барышня задает тон, вот я бы сказала, таким отношениям. Или же мужчина у вас, дорогие женщины-козероги, с амбициями, который постоянно куда-то стремится, и вы такие: так, мне тоже хочется быть таким классным козерогом, потому что, да, быть мужчиной-козерогом гораздо проще, чем быть женщиной-козерогом, да. Женщина-козерог — это все-таки очень сложная, тяжелая земная энергия, но женщина-козерог все-таки, она более продуктивна в семейной жизни, если научится расслабляться, если научится культивировать, я бы так сказала, не просто познать, да, а культивировать в себе эту мудрость, становиться легче дома, в семье, и включать в себе директора козерога, да, только на работе. Тогда вообще классно, да. Но это, к сожалению, естественно, задача всей жизни, поэтому, да, дорогие дамы козероги, здесь нужно, конечно же, понимать, что достигать чего-то нужно на работе, а дома, в семье, это мудрость, тепло, обнимашки, и все-таки научиться расслабляться, не быть директором, вот свой пыл немножко я бы так сказала, уменьшить, да, вот распыляться и масштабы действовать, это, конечно же, в работе. Для мужчин козероги прекрасно, если ваша барышня много хочет, это для вас такой плацдарм для работы, для действий, для активности, потому что козероги — тот знак зодиака, которым дано. Карьера, работа, профессия и деньги. И да, с 7 июля по 18, дорогие козероги, для вас открывается тот самый момент, да, любовных свиданий, активности, действий, движений, все, что связано с любовной сферой, все, что связано со сферой поднять свои финансы, в том числе, вы будете удивляться, как любовная сфера влияет на ваши деньги. И здесь история того, что те самые ответственные, яркие, интересные, красивые козероги, которые решатся и отважатся пойти в отношения в долгую, в отношения серьезные, потому что Венера в оппозиции с Плутоном — это всегда аспект работы в долгую, работы всю жизнь, это всегда отношения на максимуме, это всегда отношения, которые приводят к большим результатам. Это отношения, это всегда союз, в котором есть деньги, это союз, в котором есть коммуникация, активность, и это не простой союз, это, как правило, вообще не будем говорить, что Козерог — это простой знак зодиака, вообще нет, ребята, да. Кстати, кто не смотрел большое часовое видео про знак зодиака Козерог, в конце видео прикреплю, посмотрите, запаситесь печеньками, чаечком, кофеечком, что вы там любите, и посмотрите про себя, поймите, где вы не вы, и для того, чтобы стать собой, что вам для этого нужно во всех сферах вашей жизни. И здесь, конечно же, вернусь про отношения. Да, Венера-Плутон — это всегда классные отношения. Есть те, кто этого боятся, но, ребята, я знаю, что вы козероги, кто с прокачанным козерожьим солнцем, это те люди, которые, реально не боятся. То есть жизнь уже изначально много, я бы так сказала, экзаменов и уроков преподала, да, и здесь стоит, конечно же, не бояться серьезных, мощных, ярких отношений. Идите в них, конечно же, развивайтесь. Идите в работу, если она у вас будет новая, потому что не забываем, что весь июль Уран будет давать возможности. Внедряйте, не уступайте, не пасуйте, не бойтесь, потому что Плутон — это та планета, которая не разрешает нам бояться. Конечно же, страха она накручивает очень много, но если на этих аспектах бояться, получается не очень. В итоге Плутон раскатает, и приходится все равно начинать сначала. Козерогам начинать сначала, к сожалению, приходится очень часто, поэтому не начинайте сначала, закрепитесь на своем уровне, да, поймите, осознайте и идите выше.
в финансах, в работе, в карьере. Потому что здесь еще и Марс все-таки идет по Тельцу, делает классный трин Козероги к вам, соединяется с Ураном, вашим вторым управителем, и здесь дерзайте, внедряйте как можно больше. Пробуйте, внедряйте все, что только можно в работе. Да, не все проекты получатся, да, какие-то будут провальными. Посмотрели, почему не получилось, проанализировали, быстро сделали аналитику, пошли дальше. То есть не нужно останавливаться. Это такой месяц, бодрячок для вас, да. Ну и, конечно же, 21 июля полнолуние в Козероге. Ребят, все, что делали в июне и в июле, это второе полнолуние в это лето в Козероге, ну, ребят, не просто так, да, плюс еще в соединении с Плутоном. Ну, то есть максимально осознайте в этот день, где вот вы реально спасовали. Если вы вот сидите с чувством вот собственного удовлетворения, что вы прям классно этот месяц отбили все то, что хотели, вы прям вот сделали все, что вам нужно, вы проверили все гипотезы, почему не работают, вы все протестили, вы все сделали, много чего внедрили, да, что-то не получилось, не делает ошибок тот, кто ничего не делает. Понимаете? А тот, кто постоянно что-то внедряет, экспериментирует, пробует в карьере, в работе, тот подход, другой, этот. Да, есть ошибки, но быстрее их анализируйте и давайте вперед. Потому что, ребят, скажу так, что со 2 сентября Плутон ретроградный, который сейчас еще катится по Водолею, он войдет в знак зодиака Козерог. И здесь как бы вот сейчас история, она очень позитивная. Очень позитивная у вас и классный гороскоп, на самом-то деле, если быть честными, да. Но фишка в том, что со 2 сентября все козероги, кто родились в третьей декаде в последних числах и до ноября месяца, вы прям ощутите вот эту историю, знаете, силушки Плутона. Вот тогда Плутон зайдет, это будет финальная петля Плутона, то есть все, что вы не доделали в работе, в своем подъеме, в мощном подъеме, да, то есть все то, что вы не сделали, где не подложили себе соломку, Плутон либо придет, вас раздавит, если вы чем больше всего внедрите, то у вас появится сила. То есть вы поймете, что все те трудности, которые были у вас до, это вообще ни о чем. И что вы можете больше, что вы можете брать больше ответственности, больше уровень, я имею в виду своей реализации. Вы можете зарабатывать больше, потому что здесь, ну я бы так сказала, Плутон в соединении с Солнцем в транзитных картах, это аспект покруче, чем Венера-Плутон. Но Венеру-Плутон еще можно как-то разрулить, да? А Плутон Солнце, который бьет по самолюбию очень сильно, по себе, да? Ну, то есть по финансам, когда бьют, окей, а когда по самолюбию, это вообще уже за гранью. Поэтому здесь история того, что в сентябре оно будет за гранью, или вы скажете, вообще нормально, все, поднимаемся, усложняемся еще больше, и до конца года просто карьера выходит в топ, и вы даже удивитесь, сколько много вам даст Плутон, потому что, да, можно накручивать очень много и бесконечно на эту планету страхов, фобий и разрушительных действий, катаклизмов в том числе. Да, разрушительные действия, катаклизма, они тоже будут еще в этом году. Август у нас будет совсем непростым, но, ребята, здесь история того, что как вы реагируете на обстоятельства и как вы живете. Да, Сатурн и Козерог – это те персонажи, которые любят жить в стабильности. Но, ребята, до этой стабильности нужно дорасти. То есть здесь история карьерного взлета – это не на хайпе, нет. Путем труда, терпения, вложения всех своих навыков и понимания того, что да, вы достойны. Вы руководитель по жизни, и это история, к которой вам нужно прийти. Чем быстрее вы к этому придете, чем быстрее вы познаете свою силу и все то, что вам положено по факту вашего рождения, тем быстрее ваша жизнь пойдет в гору. Чем больше вы будете упираться, что вы хотите быть вот такими маленькими сладенькими зайчиками, ни за что не отвечать, ну если вы живете по Луне, да, потому что лунная энергия это абсолютно такая, я лучше поживу вот так вот скромненько, себя ограничу в этом, но зато я не буду получать по шапке, когда что-то будет происходить. Вот это вот вторая провальная
идеальная тактика, абсолютно не по Козерожьей, которая дает всегда сбои, проблемы по жизни, по здоровью, в финансах, в любви в том числе. Потому что Козерог — это тот знак зодиака, когда вот он вот Козерог, когда он такой продуктивный, деловой и активный, вот он себя любит за это, любит. Значит, он любит свою вторую половинку, любит. Да, он любит как-то по-другому, не как другие знаки зодиака, но любовь у него такая. И к такому Козерогу всегда находится та вторая половинка, которая любит его согласно его требованиям, согласно его проявлениям любви. И это нормальная история, как говорится, каждой твари по паре. И это история, которую нужно понять и следовать ей по жизни. Поэтому, дорогие Козероги, скажу так, что июль для вас будет классным месяцем возможностей. Да, будут некоторые сложности, которые будут вас заставлять выходить из колеи. Это и эмоциональная первая неделя июля, вторая и третья неделя — это связанная с финансами, с любовью, с отношением. Финальная четвертая неделя, здесь, конечно же, у нас что? Даже напряжение, связанное с Ураном в квадратуре с Меркурием, для вас будут такое классное вложение в ваш интеллект, конечно, если вы будете развиваться. Так, это время для освоения новых горизонтов, новых связей, активности, продвижения себя. И здесь, конечно же, я вам говорю, ни в коем случае не пропустить этот месяц для того, чтобы осень сложилась совершенно по-другому. Да, дорогие Козероги, это был ваш гороскоп на июль 2024 года. В конце видео обязательно прикрепляю ролики, которые актуальны. Вы можете посмотреть, принять верное решение, если вы еще что-то не видели. Если у вас остались вопросы, оставляйте их под этим видео. Но обязательно указывайте свою дату, время, место рождения и вопрос, для того, чтобы я ответила, что же вы именно хотите провернуть в этом июле, для того, чтобы это произошло максимально продуктивно. Ребята, вы просили, я сделала, созрела, как говорится, создала телеграм-канал, поэтому в описании канала переходите по ссылочке, участвуйте. Буду рада участвовать в новых дискуссиях, создавать их, будем общаться. Это для тех, кому общение нужно еще больше. Естественно, для самых активных, продуктивных жду на консультации. До конца лета летние цены на натальные карты, прогнозы, совместимость, любовь и тому подобное. Все, что вы любите, все, что вам надо, действуйте, ребят. Месяц хорош, месяц активен, и нельзя в такое время сидеть сложа руки. Да, хочется отдохнуть, успеем еще отдохнуть. Давайте действовать. Я желаю вам продуктивного месяца. Остались вопросы? Спрашивайте. И увидимся с вами в следующем видео. Пока-пока.